Итак, соответственно, всем привет! Сегодня мы с вами установим рабочее окружение, которое нам необходимо, а именно Python. Для этого заходим на сайт python.org и скачиваем сам Python. Помимо Python нам потребуется редактор кода Visual Studio Code, а также Git и Git Desktop, для того, чтобы можно было удобно отправлять все это в наш GitHub. Значит, скачиваем Python с сайта python.org, нажимаем Downloads, затем нажимаем на кнопочку «Скачать». Версия 3.12, у вас она уже может быть какая-то обновленная, то есть выше, но суть это не меняет. Скачиваем на свой компьютер и затем устанавливаем. Обратите внимание, в процессе установки нужно поставить галочки так же, как у меня, чтобы в процессе не было никаких проблем. Ну и нажимаем Install Now. Далее дожидаемся процесса установки. И после того, как все установится, мы будем устанавливать редактор Visual Studio Code. Да, у нас есть по умолчанию при установке с питона так называемая IDLE питоновская. Но она крайне неудобна, ее функционал достаточно старый, визуальный. И нету много полезных компонентов, которые есть в других редакторах. Поэтому базовую IDLE питона мы использовать не будем. Обратите внимание, сейчас после установки нужно будет еще нажать на раздел Disable. Сейчас он появится на экране, как только питон соизволит установиться. Итак, питон установился, нажимаем Disable Pad, соглашаемся. И далее, вот наша DLE питона, которая установилась. Давайте мы на нее посмотрим. Вот такой вот невзрачный интерфейс. Это консоль. Ну, а так выглядит сам редактор. Обычный блокнот. Неинтересно, неудобно, поэтому мы здесь работать не будем. Закрываем его. И двигаемся дальше. Теперь установим редактор кода. Редактор называется Visual Studio Code. Открываем сайт codevisualstudio.com и скачиваем наш редактор. А затем идем его устанавливать. Редактор достаточно функциональный, удобный и простой в использовании. Принимаем. Здесь ставим все галочки. Ну, разве что рабочий стол можно не ставить, но пускай будет тоже. Но все остальные пункты из другого оставляем для удобства. Итак, вот он у нас установился, выбираем галочку, не будем его запускать пока что. И давайте установим еще две программы, это Git и GitHub Desktop. Идем на сайт Git, git/scm.com. Нажимаем на кнопочку «Скачать» и скачиваем для нашей операционной системы, да, 64 бита, 32 бита, в зависимости от вашей операционки. Версию Git и опять же дожидаемся, пока он скачается, и установим его быстренько. Что касается процесса установки гита, сейчас здесь будет много разных дополнительных компонентов, но давайте будем честны, если бы мы понимали, что это за компоненты, то мы бы, наверное, не пошли смотреть это видео. Поэтому, не задумываясь, нажимаем так, как делаю я, то есть соглашаемся со всем, что есть, все базовые конструкции оставляем без изменений. Да, вот типа таких. Просто оставляем их без изменений, нажимаем Next, 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 далее, 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 далее. И просто-напросто устанавливаем. Настройки никакие не меняем. Если же вы уже более опытный пользователь гита, то тогда можете поменять настройки под себя. В остальном случае рекомендую оставить все по умолчанию. К тому же сам гид нам не требуется, мы будем использовать десктопную версию, потому что обычный гид предполагает использование bash консоли, и все делается из консоли с помощью консольных команд. Вместо этого мы будем использовать визуальный интерфейс GitHub Desktop, который делает абсолютно все то же самое, что делают консольные команды, просто в визуальном интерфейсе. Итак, гид у нас установился. Закрываем и устанавливаем GitHub Desktop. Скачиваем его
Запускаем. Он сразу же установится автоматически. Затем посмотрим на него. Ну и, конечно же, добавим еще парочку плагинов в нашем редакторе кода, который мы установили ранее. Так, запускаем GitHub Desktop. Сейчас он быстренько выполнит начальный процесс установки. Все сделает самостоятельно, нам ничего делать не придется. Нужно будет только войти и авторизоваться. Вот здесь вот нам нужно войти через github.com. Если у нас нет аккаунта на github.com, то его нужно создать, разумеется. Затем вернуться на этот шаг и нажать кнопочку Sign in to github.com. Он выберет браузер. В браузере мы уже вошли в GitHub, поэтому здесь нажимаем «Войти», да, если мы еще не вошли. Ну, давайте нажмем «Войти». Так уж и быть, я тоже авторизуюсь для полной демонстрации. Все, мы зашли. Теперь можно смело зайти в приложение. И здесь появляется такой вот интерфейс. Тут нажимаем «Finish», все окей. Все конфигурации базовые, оставляем без изменений. И тут у нас включает окно стартовое. Нажимаем «Create новый репозиторий» на локальном устройстве. Пишем название, любое. И затем выбираем папку, да, например, на рабочем столе. Давайте создам просто новую папку. Так, все, вот у нас наше окошечко здесь появилось. Тут будут отображаться все изменения. Давайте я зайду в папку на рабочем столе и посмотрю, что у меня все установилось. Так, вот моя папка, First Rep, отлично. Локальный репозиторий у меня создался. Теперь мне его нужно открыть с помощью редактора кода. Могу сделать это либо через правую кнопку мыши, либо же просто запустить сам редактор кода. Так, здесь у меня уже был открыт какой-то проект, давайте я его закрою. И открою нашу папку с локальным репозиторием. Нажимаю «Файл», «Open Folder», и затем выбираю свою новую папку, а в ней выбираю First Rep, то есть свой локальный репозиторий. И нажимаю «Открыть папку». Здесь же создам новый файл, например, 1.py, для того, чтобы установить расширение для Python. Снизу появляется окошко с надписью Install. Нажимаем на кнопочку Install. Так мы установим расширение Python для того, чтобы можно было спокойно писать код и запускать его прямо здесь, через редактор кода. Visual Studio Code. Сейчас, пока он установится, мы откроем раздел с расширениями. Дождемся, как только у нас будет установлено наше расширение Python. С ним поставится еще парочку расширений. Вот они как раз устанавливаются. Все, отлично, все 3 расширения установились. И давайте добавим еще парочку дополнительных расширений, а именно Python Snippets, чтобы выскакивали подсказки. Вот он. Нажимаем Install и также установим Arable for Python, для того, чтобы можно было до запуска программы видеть, работает наша программа или нет. Устанавливается такой вот котик, и он сейчас после установки появится в приложении с Python. Смотрите, справа вверху появился котик оранжевый. Нажимаю на него, и у меня справа появляется такое вот окошко. Если я буду писать какой-то код, то у меня он сразу же будет предварительно отображаться в качестве рабочего формата справа. Как мы видим, все прекрасно работает. Ну и также дополнительно давайте поставим, сделаем первый комментарий с помощью нашего GitHub десктопа. Здесь пишем название комментария, description, нажимаем commit to main. А затем нужно будет нажать publish repository, да, и сделать свой первый коммит. А затем вы сможете его увидеть на своем сайте github.com, но я этого делать не буду. Значит, давайте поставим еще последнее расширение для того, чтобы не было никаких проблем с вашими табами и пробелами в Python. Поэтому добавим еще одно расширение. Оно называется у нас
Python. И давайте посмотрим, как оно у нас точно называется. Так. Вот он. Python indent. Ставим вот для того, чтобы у нас все пробелы и все наши отступы автоматически и красиво подстраивались. Все, супер. Установили. И мы готовы писать наш код на питоне и публиковать его на нашем гитхабе. На этом все. Спасибо за внимание.